Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, сентябрь 2023 года. События сентября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз – это предположение. Но я так думаю, что мы с вами приятно проведем время. И эти метафорические образы карт, если где-то переложить на вашу ситуацию, что у вас сейчас наиболее важно в жизни, добавить подсказки собственной интуиции, то определенно какой-то инсайт вы получите. У нас сегодня две колоды. Колода карт 78 дверей. Это и есть как раз метафорические карты. И чуть позже мы узнаем, какие двери будут передо мной открыты, по мнению карт, безусловно, в сентябре месяце, или что я смогу осуществить. Но вначале на колоде Таро иллюминатов мы посмотрим, как видят в целом карты для вас месяца. И вот у нас выпадают две карты. Есть какие-то у нас разочарование в том плане, что-то пошло не так, или чего-то мы не смогли осуществить в том ключе, как нам бы хотелось, но это достаточно застарелая ситуация, или, по крайней мере, это случилось уже какое-то время тому назад. У кого-то эти две карты, как сочетание, неприятности были по работе, или было что-то, то, что вас, где-то разочаровало, или не соответствовало вашим ожиданиям. Но теперь как будто мы можем эту ситуацию изменить. Или уж, по крайней мере, как будто в любом случае нам говорит карта: работай, у тебя все получится. Может быть, больше даже нужно уделять внимание, по мнению карт, дела, работа, бизнес, деньги, как будто есть прогресс именно на сентябрь в этих вопросах. Ну, а какой-то прежний опыт мы просто не должны повторить. Хотя у кого-то из вас это могут быть две совершенно разные сферы жизни. Как будто на работе у нас продуктивно, хорошо и с прогрессом, а может быть, есть какие-то другие нюансы в вашей жизни, которые тоже связаны с какой-то прошлой, со знаком минус ситуацией, но в любом случае на сегодняшний день нас это уже не ранит. Это когда-то была болевая точка, а теперь отгорела, отболела, уже не имеет значения. Иногда по этой карте проходит, знаете, тот сложный опыт, который мы прошли, но теперь мы становимся сильнее, и мы не повторим какую-то ошибку. Или мы смотрим на то, что нас прежде ранило, теперь словно отстраненно, со здоровым равнодушием. У кого-то так тоже может проиграться. Давайте я сама достану карту, это так уж получилось. Карты спешили, значит, хоть одному из вас это может быть важно услышать. Колесо фортуны. В сентябре будут возможности, причем новые возможности, которые потребуют от вас действий в моменте здесь и сейчас. Чего-то вы не сможете отложить на потом. Придется действовать сообразно моменту. Но часто это карта шанса, карта каких-то больше преимуществ, нежели каких-то ситуаций, которые нас разочаровывают. Хотя, конечно, колесо фортуны есть колесо фортуны, но старший аркан говорит о том, что в целом как-то ситуация, в которой вы находитесь, она будет на вас оказывать влияние. Вот этого мы как будто не избежим. Не все в нашей власти, может быть, будет осуществить где-то и так. А то, что в нашей власти, или наоборот, где-то подсказывают нам карты. Если у тебя сегодня складывается какая-то возможность, то ты пользуйся этой возможностью, не откладывай на потом. Может быть, и такое значение тоже. Вот давайте узнаем в целом, как пройдет месяц. Может быть, важное событие или ваше настроение. Как видят карты для вас, мои дорогие водолеи, сентябрь. Итак, важное событие или что важно знать? Неожиданности месяца или неожиданные события. Радостные события или что мне будет помогать, что для меня со знаком плюс будет. И мы посмотрим энергии по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, финансы. И как видят карты, личная жизнь. Итак, важное событие. Вот так. Колесо фортуны.
Ну, значит, так тому и быть. И в течение месяца нужно быть готовым к тому, что обстановка вокруг вас может меняться где-то, ну, практически день за днем. Или держать руку на пульсе нам говорит карта. С другой стороны, эта карта говорит в течение месяца больше доверяй себе и надейся сам на себя. Не на какие-то обещания, не на его величество случай. Он может как раз сработать и для вас с плюсом или даже в пользу, но это не значит, что мы на это ставим ставку. От каких-то наших правильных действий будут зависеть как наш дальнейший прогресс, так успешное решение вопросов, каких-то дел. Да, по этой карте нам словно высшие силы пространства подыгрывают, но будет важно, знаете, увидеть эти возможности. Ведь возможности часто к нам приходят совсем не тем путем, как мы ожидали. Мы могли себе распланировать и думать, вот должна быть такая какая-то цикличность. А тут нет, у пространства свои планы и свои словно виды на нас. И как-то, видимо, могут повернуться события для нас неожиданно. И мы должны будем действовать каким-то новым способом. Мы по этой карте чаще-то как раз и предпринимаем что-либо не по какому-то шаблону, а поступаем совсем как-то в противоположном направлении. Давайте посмотрим неожиданности, хотя сами по себе неожиданности. А здесь нам говорят, король жезлов – это карта харизматичного лидера. У кого-то построить карьеру, получить новую должность, как-то изменить свою жизнь. А в неожиданностях, ну, нам уже сказали, что они будут дважды, можно сказать. Нам об этом карты поведомили, потому что колесо фортуны 2 раза для вас как будто выпало. И король жезлов нам говорит о том, что в первую очередь мы должны быть честны сами с собой, рассчитывать, опять же, сами на себя и видеть какую-то конкретику как данность. Не должно быть никаких эмоций в течение сентября, несмотря на то, что периодически будут обстоятельства нас как будто, может быть, и накрывать, или для нас давать, опять же, какие-то преимущества, перспективы, но значит, что-то мы не отложим на потом. Но в то же время король жезлов никуда не спешит. Значит, время подумать у нас, с одной стороны, будет, но это не будет глобально где-то в несколько дней. Нам, может быть, придется и не раз вот так, как этому королю, сесть, обдумать и принять какое-то важное решение. У кого-то это может быть связано все-таки, если мы говорим король жезлов, это карта двора. Это проходят люди, которые рождены под знаком зодиака Овен, Лев, Стрелец или имеют там асценденты. Может быть, это и вы имеете асцендент в этих знаках. И я больше склонна думать, что это ваши такие энергии. Жезловая энергия – это всегда есть желание что-то осуществить, или есть желание что-то изменить, есть какая-то своя тема, идея, в чем нам хочется принять участие, или ну, какой-то вопрос, который в каком-то определенном ключе для нас важно тоже решить. И тут, видимо, сообразно обстоятельствам вы будете в течение сентября действовать. Давайте посмотрим, что же нас будет радовать. Вдохновение. По принцу кубков проигрываются также те наши высокие устремления. Не совсем нам карта говорит о материальных каких-то накоплениях, да, или о чем-то таком, что ближе к нашему материальному миру. Вас будет радовать осуществление какого-то проекта или больше возможностей. Для кого-то из вас, может быть, встреча с человеком по этой карте проходят священнослужители, кстати, или наши друзья из разряда таких, знаете, которые к нам искренне относятся, которые нас не пытаются переделывать, а которые поддерживают нас, нашу идею, которые могут дать действительно ценный совет и где-то психологически нас поддержать. А также проходит искатель Грааля. Вот в этом качестве что нас радует? Я и говорю, что это какая-то наша возвышенная идея, которой мы придаем большое значение. Может быть, это тот где-то план максимум, который мы себе составили. И здесь, значит, к нашему осуществлению или осуществлению задуманного, намерений, мечты мы словно можем приблизиться, потому что нам будет пространство помогать. Какие-то не случайные случайности с нами будут происходить, и вполне вероятно,
следует от чего-то не отказаться, я бы сказала и так. А для кого-то из вас сама по себе встреча вот с каким-то человеком, который не похож на всех остальных. Может быть, это отчасти он будет выглядеть как белая ворона, правда? И в данном случае по принцу кубков и проходят люди, которые, они отличаются от остальных. Для них, ну, наверное, как мудрецы, те, которые более важно что-то возвышенное. Для них важны более какие-то моральные устои, установки или я бы сказала так, их невозможно купить на лесть, или они немножко как будто живут сами по себе, по какой-то своей программе. Так вот, либо эта карта в позиции, что нас радует, вот из того или из разряда того, что вы для себя бы хотели осуществить, что соответствует вот моему описанию, будет означать, что мы словно приближаем желаемое. Либо это мы познакомимся, встретимся, может быть, с таким человеком, или он у вас уже есть такой, и, значит, какое-то будет взаимодействие, и, скорее всего, вас это будет радовать, вдохновлять, как-то придавать сил и уверенности в себе. Давайте мы посмотрим, что у нас дела, работа, бизнес. Принц жезлов. Правда, придут новости, могут прийти новости с конкретным человеком, или мы можем куда-то отправиться, потому что обстановка так сложилась, или по работе будет необходимость. У кого-то это может быть просто как телефонный звонок, или какое-то известие, или в принципе много новостей, а может быть у кого-то и одна, и вот какая-то реальность закручивается или разворачивается в каком-то другом ключе, когда нам придется что-то обдумать и принять важное решение. Но мы как будто будем в любом случае не одни, будут те, которые нам будут либо нас поддерживать, либо где-то духовно вдохновлять, либо, может быть, мы столкнемся с нашими как единомышленниками, познакомимся. Но есть повод для радости, безусловно. Но есть и то, что мы не сможем отложить на потом. И здесь у каждого, видимо, по-своему. В течение месяца, может быть, с нами произойдет какие-то метаморфозы, когда мы как-то создали себе один план действий, а здесь нас развернет Вселенная или пространство, назовите как угодно, в какой-то другой аспект или словно в другое направление. И тогда нужно на это откликаться. Мы чего-то, правда, не сможем дважды, может быть и трижды, отложить на потом. Нам придется заниматься или переключиться на какие-то те дела, вопросы, которые наиболее актуальными будут в течение месяца. То есть планируем мы как будто одно, но придется заниматься чем-то еще и другим. Давайте посмотрим, правда, другим. Тут открываются совершенно новые перспективы. Нулевой аркан Шут. Само по себе это у вас значение выпало на деньги. Где-то подразумевается, что не время тратить деньги. Но и по планетарным-то аспектам сентябрь – это выход из большой ретроградности. 5 планет будут в ретро-движении, и постепенно процесс выхода начнется с 3 сентября. Выйдет и Венера в прямое движение, выйдет и Меркурий, кстати, что-то будет более понятно, какие-то больше события для нас будут прояснены, потому что за период ретроградного Меркурия, даже в первые дни сентября, иногда бывают или могут быть какие-то фейки. И я бы сказала, знаете, все-таки хоть и заканчивается период ретроградности, но так вот где-то середина сентября, может быть, ближе к окончанию. А так лучше деньги-то не тратить, потому что есть еще вот этот элемент хаоса, какой-то неразберихи. И значит, серьезные покупки лучше перенести на последующий срок, вот как, может быть, конец месяца. С чем-то нужно не поторопиться, а по этой карте у нас есть всегда вдохновение, нам хочется что-то осуществить, когда мы в себе не сомневаемся, но рассчитывать-то приходится самим на себя, и для кого-то из вас это может быть как предложение о новой работе, о новой должности. Вы можете сами прийти к выводу, что другие способы заработка. Может быть, на вашей работе или по вашему месту службы
тоже происходят какие-то изменения, меняется руководство или меняются законы, меняются какие-то положения. А для вас, мои дорогие водолеи, открываются новые перспективы. И это не будет где-то вписываться в ваш график, повторюсь, или в вашу, может быть, предполагаемую оценку ситуации или развития событий. Придется менять планы несколько раз. И опять же, надеясь на самого себя. Ну, как-то так. А в личной жизни отдыхайте. Видимо, вот какой-то вихрь перемен или круговерть, можно так сказать, каких-то событий может вызвать состояние усталости. Будет важно на себя не взваливать много работы, в принципе, хотя карта говорит, с учетом всех выпавших карт, обстоятельства, если быстро меняются, и нам придется где-то, дабы чего-то не упустить, одновременно выполнять несколько дел, в итоге вызывает усталость, и поэтому режим труда и отдыха вполне необходим. Уставшие люди делают ошибки, а мы должны быть очень ресурсные. По десятке жезлов, десятка все-таки, это мы словно подводим итоги. И для кого-то из вас на личную жизнь вполне вероятно какая-то история, если она у вас была со знаком минус, вы окончательно примете решение, может быть, оформить де юре этот минус или как-то прояснить максимально обстановку. Или для кого-то из вас тайное может стать явным, и это будет побудительным мотивом, чтобы вы приняли какое-то решение. И ведь так тоже может быть. У кого-то проиграется, когда тайное становится явным, правда, через личную жизнь, а у кого-то как новые возможности через работу придут. И это все будет в каких-то новых обстоятельствах жизни или среди меняющихся условий. Где-то может проиграться, что вокруг вас ваш социум будет меняться или подвергнут вашей какой-то коррекции. Могут и люди вокруг вас, словно приходит один, а другой уходит. Вот такая смена людей вашего окружения тоже может проигрываться. В целом где-то быстрая смена событий и информации тоже может быть причиной усталости. Но, видимо, необходимо в чем-то вам словно вердикт вынести. Но не тот вердикт, о котором мы кому-то объявляем, но для себя самого с чем-то разобраться и уйти, вот, может быть, буквально от нескольких работ, если приходилось выполнять 2 работы или работать, может быть, в 2 организациях, как будто приходит тот момент в сентябре, когда нам захочется переключиться на что-то одно, дабы быть более ресурсному, дабы уйти от того, что меня как будто разряжает, когда усталость превалирует над моими уже возможностями. Поэтому для кого-то из вас вот эта тяжесть, которая у нас в карте с десятка жезлов выпала на личную жизнь, может означать просто ваше состояние, как и ресурсность по работе, потому что вы планируете осуществить, а для кого-то это может означать именно какие-то вопросы вашей личной жизни. А для кого-то из вас, ведь, повторюсь, у каждого своя ситуация сейчас. Может быть, кто-то из вас вынужден ухаживать за кем-то из членов семьи или уделять внимание. И значит, здесь тоже возможны какие-то перемены, какая-то ситуация может словно подойти к итогу или к какому-то концу. Давайте мы посмотрим, интересно, какие же двери будут для меня открыты. И в колоде 78 дверей как раз имеет значение дверь, открыта она или нет. Нужно нам искать, выбирать ключ или нет, что служит тем, что помогает открыть ее, а может быть, как таковых и дверей нет. Вот давайте узнаем, что же в сентябре месяце вы, водолеи, сможете как осуществить и какие двери будут перед вами открыты, как будто. Какие перспективы. И посмотрите, у нас выпадает пара король жезлов, королева жезлов. Определенно какую-то личную историю вы сможете для себя
либо продолжить, либо завершить, тут у каждого будет по-разному, либо какие-то новые формы взаимодействия, либо вы с вашей семьей куда-то можете вообще засобираться в другое место и сменить место жительства, или вы начнете обдумывать вариант переезда. У кого-то это будет связано с тем, что обстановка вас к этому вынуждает, у кого-то перемены по службе, может быть, как релокация офиса или какие-то предложения, да, о перемещении, у кого-то проиграется так, а у кого-то напрямую просто проиграются как перемены в личной жизни. Нет как таковых дверей, если мы сказали. Пусть выпадает королева жезлов, и даже если меня смотрят мужчины, это где-то энергетика. Королева жезлов очень удачлива в решении вопросов, дела, работы, бизнес и деньги. И здесь она словно в арке триумфальной находится, такой обрамленной цветами. Это когда у нас получается осуществить задуманное. Это когда мы наиболее ресурсны, когда нас одновременно что-то вдохновляет, но и где-то мы рассчитываем, опять же, сами на себя, но тогда мы не совершим каких-то ошибок. Как будто для нас все сложится в тот плюс, который мы готовы где-то пройти с учетом меняющейся обстановки, и когда мы готовы действовать, принять альтернативный, может быть, даже вариант развития событий, а вы как раз умеете иррационально увидеть ситуацию. И вот эта ваша способность, мои дорогие водолеи, от природы, она будет как никогда в сентябре востребована. Слушайте подсказки собственной интуиции и правильно оценивайте обстановку, которая вокруг вас. И тогда для вас не будет ничего невозможного. Тогда даже какая-то патовая для кого-то ситуация, для вас, мои дорогие водолеи, это будет как трамплин наверх, понимаете? Несмотря на то, повторюсь, что вокруг может быть по-разному. Может быть, как будто и хаос, а может быть и есть какие-то затруднения. Вот, а вам пространство словно подыгрывает, открывая нужные двери или сталкивая вас как будто с нужными людьми. Для чего-то они приходят в вашу жизнь. Да и ситуации, которые складываются, если вы слышите какую-то новость, это самое время подумать, так, а как я могу это применить на пользу к себе? Потому что для вас это для чего-то как будто нужно. Давайте, что же я смогу осуществить? Правда, выпадает, посмотрите, удивительно. Личная жизнь определенно у вас в приоритете. Что-то для себя самого осуществить очень важно. И пусть нам выпадают две карты, как бы жезловые, огненная энергия, где-то не ваша, но огонь – это желание наше чего-то добиться. И здесь вполне вероятно, как мы говорим, да, альтернативные варианты развития событий. Посмотрите, король жезлов, позади короля Стоунхендж. Области рационального – это то, о чем я говорила. Какие-то новые варианты сотрудничества, новые варианты взаимодействия в социуме, новые формы заработка, новые формы, может быть, даже где-то воздействия на людей, где-то, видимо, быть великим манипулятором, я так могу предположить, придется, иначе будут манипулировать нами. Принять, что где-то есть этот хаос перед началом творения, и то, что обстановка какая-то турбулентная, еще не значит, что для нас нет возможности. Вот вам, как будто в этой турбулентности нужно увидеть для себя какую-то реальность, и у вас это получится. А если это касается личной жизни, то что бы ни происходило вокруг, какой-то как будто прочный союз, мои дорогие водолеи, вам пророчат карты. Посмотрите, не раз у нас сразу выпал король жезлов, у нас выпадает королева жезлов, и надо же, какие двери я смогу открыть или что я смогу осуществить. Пара выпадает, и я могу предположить, что вы с вашим партнером по браку или, может быть, пара, или для кого-то это может, конечно, проиграться как сотрудничество, бизнес-сотрудничество, бизнес-партнерство, но тогда это тоже будет что-то как идеальное, когда мы думаем в одном направлении, в одну сторону, когда есть, наверное, вот как по этой карте принц кубков, взаимопонимание, и одновременно мы друг другу можем быть как спасителями, так и надежной опорой, поддержкой, так и спутниками, чтобы найти тот самый потаенный Грааль. Как и в нашей реальной жизни, так и в каких-то высоких устремлениях вы тоже как будто, мои дорогие водолеи, не одни. Но обстановка будет постоянно меняться. Знаете, игра по новым правилам, как будто
только начинается в сентябре. И нам это придется учитывать и, ну, где-то взаимодействовать с тем, что приходит на наш порог. Но скучно не будет, и это само по себе уже хорошо. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.